Сергей. Скажите, как вы отметили день рождения президента? Ох, я думаю, что этот праздник он не забудет никогда. Ответьте на вопрос, который волнует всю страну. Я не знаю, что будет с курсом доллара. Да нет, когда женится самый завидный холостяк украинской политики? А вы об этом спасибо. Я, конечно, польщен, но думаю, что о свадьбе думать пока. То есть у вас есть избранница? Почему вы ее скрываете? Почему я ее скрываю? Да было бы чем хвастаться, господи. Обычная, ничем не примечательная девушка. Не топ-модель, не кинозвезда. Обычная, да. Мышь серая. Извините, мне надо идти. Прости. Ночью поговорим. Вась, давай начнем, а? Подожди, ты куда спешишь? Разве все пришли? Серега же никогда не опаздывает, да? Доброго дня. Вот и он, наш герой. Привет. Рад видеть тебя, красавец. Хорошо выглядишь. Присаживайся. Они без тебя не начинали. Цистерна со спиртом перевернулась или что? Меня сейчас вштырит, Вась. Такое амбре закусывать надо, а не пить. Король юмора. А можно теперь я скажу? Спасибо, ребята. Скорик, передай, пожалуйста, стаканчик. Тебе хватит. Уважаемая хунта, я бы вас хотел всех поблагодарить за... Это же не за праздник, а это какое-то пятиборье ощущений. Я, конечно, не знаю, кто именно это придумал, но меня прям распирает. Да, я бы взял собственными руками и приобнял бы этого человека и поблагодарил. Вась, ну реально, а что больше, расстрел или дурка понравилась? Все понравилось, ребят, все, от начала до конца. Особенно мне понравилось, вот когда в мешок надели мне, потом сняли, потом решили опять нужно надеть. Еще раз надели, сняли. Несмотря на то, что у меня клаустрофобия. Ладно, ну понравилось и понравилось. Ты хвалишь прям не умеешь. Нет, я понимаю, что в отношении вас я, может быть, немного перегнул, но вы нет. Вы молодцы, так мне тонко намекнули. Даже сердце защемило. Нужно будет сделать кардиограммку, на всякий случай. Вась, достаточно, все понятно. Ну хорошо. Давайте, серьезнее, по делам. Оля, у нас народ волнуется. Большие задержки по заработным платам. Что у нас с золотовалютными запасами? Все без изменений, их нет. Ни копейки? Последние копейки мы отдали в СБУ для взятки Юрию Ивановичу. А по поводу Юрия Ивановича, как идет дело? Никак. Почему? У нас проблемы с его офшорами, и нам информацию не дает ни Кипр, ни Кайманы, ни Сейшели. Сейшелы, господи. А Европа? Че Европа? Ни Австрия, ни Швейцария, ни Люксембург не хотят с нами общаться. От нас все отвернулись. Почему? Там уже не ждут справедливого суда над Юрием Ивановичем. А как я его осужу, если у меня нет информации? Так как тебе дадут информацию, если ты не посадил Юрия Ивановича? А откуда у меня информация, чтобы я посадил Юрия Ивановича? Так ты посади Юрия Ивановича! Информация, ты что? Сядь, успокойся. И ты сядь, успокойся. Хочу я сидеть. Хорошо, стой, успокойся. Так, но если Европа ждет, мы ждать не можем. Миха, у нас есть что-нибудь на него? Вся документация по Юрию Ивановичу исчезла вместе с Терещенко. Кто такой Терещенко? Начальник налоговой. Но человек Юрия Ивановича. Что ж такое? Везде этот Юрий Иванович. Скорик, а может быть по оборонке есть что-то на него? Наверняка начудил. Да точно должно что-то быть. Слушай, а если мне посоветоваться с Юрием Ивановичем? Ты что, офигел или что? Ты будешь по поводу Юрия Ивановича советоваться с Юрием Ивановичем? Вась, это не тот Юрий Иванович. Это мой Юрий Иванович, зам по разведке. Ну, Вообще офигеть. Куда ни плюнь, везде этот Юрий Иванович. Такое ощущение, серьезно, что сейчас дверь откроется и по... Добрый день, господа. Василий Петрович, поздравляю с прошедшим. Как отметили, кстати? Прекрасно. Знаете, хотел вам позвонить, поздравить. Но в тюрьме ужасная связь. Товарищи, проходим, не стесняйтесь. Вы извините, у нас тут небольшой следственный эксперимент, но я думаю, мы ненадолго. Включайте. Работаем. Так, в тот день Василий Петрович сидел за своим рабочим столом. Перед ним был открытый компьютер. Василий Петрович, компьютер был открыт. Это секретная информация. Василий Петрович, ну какая у вас может быть от меня секретная информация? Все, что здесь. Так, рядом с ним был господин Мухин. Пожалуйста. Ну вот. А с этой стороны стоял начальник СБУ. Я надеюсь, он еще не уволен? Нет, пока. Да. А вот он, я узнал вас. Вы же разрешили нам провести следственный эксперимент? Так давайте помогайте нам, помогайте. Значит, начальник СБУ здесь вот был. Немножко такой напряженной позе. Вот, господин Мухин точно так же. Вот. Василий Петрович, откройте компьютер. Все-таки следственный эксперимент. Они были взволнованы, играли, видно, какую-то игру, потому что все время что-то такое там пикало, пи-пи-пи-пи-пи-пи. Нет, там не так пикало. А как пикало? Пи-пи-пи.
Пип. Ну, вам виднее. Я заглянул в кабинет, постоял немножко и вышел. И они бы обязательно бы меня увидели, если бы не были так увлечены игрой. А вы говорите, я брал взятку. Когда? Да я физически не мог этого сделать, потому что в это время я находился здесь, в этом кабинете. Я думаю, на этом следственный эксперимент закончен. Выключайте. Алиби есть алиби. Да, кстати, Василий Петрович, вот вы не пригласили меня на свой день рождения, а я вас приглашаю. Куда? К себе на суд. Приходите, будет интересно. Будет много сюрпризов, аниматор. Ну что ж, не будем отвлекать серьезных людей от серьезных государственных дел. Приходите, не пожалеете. Вась, ну я думаю, что мы после вчерашнего раньше 12 не соберемся. Поэтому разрешил провести следственный эксперимент. Я прошу прощения, это сейчас реально было или меня минералка так вштырила? Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что, имею право на животу. Вот тут набью тату, слуга народа. Мы находимся у здания Печерского суда. Здесь с минуты на минуту должно состояться слушание по избранию меры пресечению Юрию Чуйко. Прошу встати. Суд іде. Прошу сідати. Починаємо слухання справи по обранню міри запобіжного заходу для Чуйко Юрія Івановича. Скарги, клопотання, відводи, самовідводи Будуть, ваша честь. Ми заявляємо про відвід судді. підстави. Ви, ваша честь, доводитесь підсудному кумом. Це неправда. Ніякий він мені не кум. Ось копія свідоцтва, в якому вказано, що він хрещений батько вашого сина. Після того, що у нього було з моєю дружиною, у мене язик не повернеться називати його своїм кумом. А значить, це ще один довід того, що ви, ваша честь, не можете неупереджено ставитись до розгляду. Скарги, клопотання, відводи чи самовідводи будуть? Будуть, ваша честь. Ми заявляємо про відвід судді. Підстави. Підсудний доводиться вам родичем, троюрідним братом. Троюродный брат? Это ведь даже не родственник. И вообще все мы пошли от Адама и Евы, и все люди на земле братья и сестры. Може і так. Але далеко не з усіма нащадками Адама та Єви пан Чуйко щозими відпочиває у Куршавелі, щотижня грає в теніс і щороку святкує День працівників суду, де робить пані головуючій досить коштовні подарунки. Ми заявляємо про відвід судді. А, позвольте я угадаю. Был кум, был брат, а сейчас не иначе, как сват. Ні, у пана судді і підсудного багато спільного. Что у них спільного? Цвет глаз, волос, фигура, что? Нічого. Окрім спільних офшорних компаній, спільних мисливських угідь і спільного ресторанного бізнесу. І у вас є докази. Вони є у Служби безпеки України. І невдовзі вони вам їх представлять. А поки що налице факт конфлікту інтересів. Послушайте, господа, может быть, я сам себя буду судить. У меня с собой нет никакого конфликта интересов. И мы с Юрием Ивановичем Чуйко пребываем в полной гармонии и взаимопонимании. Мика, запомни, мне нужны доказательства.
Ищи где хочешь, хоть в Антарктиде. Не дай бог, чтобы Юрия Ивановича выпустили под залог. Понял. Хорошо, давай. Саня, Да, Вась. не забудь. Деньги на развитие с тебя. Ну, пора уже спрыгнуть с этой кредитной иглы. Легко сказать. У нас 80% экономики в тени. Так выведи на солнышко. Людям нужен глоток свежего воздуха. Пока. Пока. Да, нам нужен какой-то позитив. Это мелочь. Что-то нужно что-то сделать. Да что ты сделаешь, Вась? Ну, без виз. Прошлый президент только на этом и выезжал. Обещал, потом бац и сделал. Так если он есть, зачем его еще раз делать? Как у нас есть. Его нет. Он же потом сам и отменил. Зачем? Чтобы опять обещать. То есть его нет еще? Естественно, нет. Исландия никак не может ратифицировать. Я не пойму, кто министр иностранных дел? Кто министр иностранных дел? Ты Я сделал? шучу, спокойно. Понял. Пока. Поговори с исландцем. Хорошо, поговорим. Здрасте. Я вибачаюсь, але ваше місце ось там. Мы в курсе, но моему клиенту резко стало плохо. Як на мене, він абсолютно здоровий. Вы можете поставить диагноз на глаз. Вот поэтому я и пригласил доктора. А не треба було нікого запрошувати. Ви скажіть мені прізвище лікаря, а я скажу, що у вас за діагноз. Якщо Тарасов, це предінфаркт, а якщо Перетятько – мікроінсульт. Аугенблик вам о чем-то говорит? Це діагноз. Нет, это доктор. Яков Робертович Аугенблик, профессор медицины. Ну и какие аргументы мы можем предъявить Ирландии? Исландия. Я так и сказал, Исландии. Ты сказал Ирландия. Он сказал Ирландии, имел в виду Исландию, Дублин. Дублин – столица Ирландии, а столица Исландии? Да, я читал Википедию. Столица Исландии – Рейкьявик. Рейкьявик. Я почти так и сказал. Площадь 103 тысячи км. Население 330 миллионов. Тысяч. Сережа, 330 тысяч. Это что, как наша Троещина? что ли? Да, 3 человека на квадратный километр. У них оленей больше, чем людей. Блин, точно Троещина. И о чем мы их должны просить, скажи? Мы, великая держава с населением 40 миллионов человек, с самой большой площадью в Европе. О чем мы должны просить этот скандинавский аппендикс? Все? Ты закончил? Все сказал? Всем показал Кузькину мать? А теперь тихо, на цыпочках, с просящим взглядом и благаючим виглядом заходимо. Прошу сідати. Розпочинаємо слухання справи по обранню запобіжної міри для Чуйко Юрія Івановича. Ваша честь, а вас не бентежить відсутність підсудного та його захист? Хоча яка різниця? Все одно рішення вже готове, і весь цей суд – це лише формальність. По-перше, я накладаю на вас штраф за зневагу до суду. А по-друге, де підсудний? На огляді у лікаря різко стало зле. Традиції ж ніхто не відміняв. А може йому дійсно зле? Якщо він, не дай Бог, помре під час суду, хто за це понесе відповідальність? Ви? Отож, давайте дочекаємось підсудного, а потім розпочнемо слухання. Вот, приблизительно так выглядит инфаркт миокарда. Попробуем. Набираем воздух, не дышим. И потом закатываются глазки, закатываются. Пошли, глазки, пошли. И обморок. Ну, Юрий Иванович, все как бы ничего, только все с точностью наоборот. Сначала рука за сердце, да, а потом обморок. Рука, сердце, ну, где-то так, да. Вот, хорошо. Да ничего хорошего. Почему? Сейчас куда ни плюнь, везде у всех инфаркт. Нужно придумать что-то пооригинальнее. Инсульт? Да какой инсульт? Редкий, я показываю. Рука плетью висит, нога тянется. И далее лицо, глаза смотрят в никуда. Голова заваливается на бок и вываливается одновременно язык. Я не понял, что вы сказали. Разговаривайте нечленораздельно. Попробуйте. Давайте. Так. Начинаем. Вот рука плетью. Да, нога. Вот какая-нибудь одна нога, хорошо? Она не подпрыгивает, она тянется, рука плетью. Идет как бы все, как бы ничего. Стоп. Пане міністр, назвіть мені хоча б одну причину,
Чому ми маємо бути за безвіз для України? Та їх тисячі, пане посол. Почнемо з того, що у нас з вами є одна спільна національна трагедія. Ви про що? Про футбол, звісно ж. І у вас, і у нас за збірні грають хто завгодно, але не футболіст. В Ісландії це через брак населення. До прикладу, я по сумісництву є воротар нашої збірної по футболу. Ну, тоді я мушу визнати, що хоч ви і любителі, але граєте в футбол професійніше наших професіоналів. Пане міністр, за декілька годин розпочнеться Рада Європи з приводу безвізу для України. А тому я раджу вам не гаяти час на балачки про футбол і навести вагомі аргументи, якщо вони у вас є, звичайно. Знаєте, я вважав, що кого-кого, а вас нам вмовляти не прийдеться. Чого це? Тому що родичі повинні без будь-яких вмовлянь допомагати одне одному. Родичі? Так, пане посол, родичі. Вам про щось говорять такі імена, як Рюрік, він же Хрєрік, Олег, він же Од, Ігор, він же Інгвар. Ні, ви не пригадуєте? Ви що, не читали повість временних літ, пане посол? Висит плетью, нога идет отлично, тянете эту ногу, она не подпрыгивает, она тянется, рука плетью, идет, как бы все, как бы ничего. Стоп, подождите, там, в общем, все как бы хорошо, но главное это лицо и язык. Вот смотрите. Синхронно. Нет, смотрите еще раз на меня, да? Так. Вместе. Ну, я тоже вам могу показать язык, но это уже не инсульт, это шизофрения. Давайте, можно я сейчас лицо? Я просто помогу вас, так, хорошо? Разрешите? Сначала падает лицо, и язык выпадает синхронно. Раз. Да. Расслабьте, расслабьте, ну не держите, шея свободна. Вот, как бы хорошо, так держите. И на бок, так раз, два. Нет, да расслабьте вы лицо, давайте. И раз, давай. Нет, не зажимайте же вы, черт подери, голову. Давай, нет, да нет, черт. Вы меня ударили. Да, правильно, правильно. То же самое, только запутаемся языком, не членораздельно. Слушайте, вы ударили? Нет, не членораздельно. Репетируйте, репетируйте. Мне с ума сойдет. Это тяжелейший случай. Это у меня будет инсульт или инфаркт. Он меня ударил. А за что? Тебе нравится сейчас? Нравится сейчас? Нравится тебе? А так вот, нравится? Никакого инсульта не будет. Можно все что угодно. Можно паралич нижних конечностей, можно базедовую болезнь, можно недержание. Не надо. Вот мне не надо, а вам, кстати, самое то. Энурез. И главное, ничего делать не нужно. 3 литра воды, и все. Вы дома. А что, неплохо? Что значит неплохо? Это не эстетично. Ну хорошо, если не НУРС. Тогда диарея. Просто диарея? Нет, не простая диарея, а диффузная диарея. Подумайте. Во-первых, звук, а во-вторых, запах. Все, это победа. А потім тут правив Вольдемар, по-нашому Володимир Великий. Уявляєте, в нього було 800 жінок. Так от, якщо помножити кількість жінок на кількість дітей і на кількість поколінь, то виявиться, що сьогодні кожен 4-й українець – ісландець. І ви знаєте, я вважаю, що це некоректно, коли 300 тисяч не пускають до себе на батьківщину 10 мільйонів своїх співвітчизників. І це тоді, коли у вас в країні демографічна криза. Отже, висновок, що цей безвіз потрібен не нам, а вам. Осяк. Саме так, пане посол. Адже це у вас в країні навіть платять за шлюб з ісландками. Премія за шлюб – це міф. Ми нічого не платимо. Але ми з радістю приймемо українців у себе, тільки їм доведеться вивчити ісландську мову. Але це неможливо. Ісландська – одна з найскладніших мов у світі. Що поробиш? Тоді це фактично відмова. Адже, пане посол, як таке можна вивчити? Ви візьміть хоча б назви ваших вулканів. Я розумію, там Аскя, Гекла, Катла – то просто. Але Крисювік, Сюрцей, Гримсвьотн – то дуже складно. А оці Лісюхуодель, Буардарбунга, Рейк'янес, Хверф'ядель – я вже мовчу, пане посол, про Тінд'яф'ядлаю-Кюдль, Снайдфєтлю-Кютль і Ейяф'ядлаю-Кюдль. Пан посол вражений. Відверто кажучи,
Він сам не може вимовити і половину цих вулканів. Так треба вчити, пане посол. Ну, я не знаю, может быть, какой-то синдром Альцгеймера, там, Паркинсона. Не Паркинсона, все это избито синдром Туретта. Туретта? Это интересное название. А что Интересно. Характеризуется вокальными, механическими, моторными тиками, которые не контролируются больным пациентом. Ну, хорошо. Какие симптомы? Симптомы? Ну, я не знаю, получится ли у него сейчас. Мудак! Ну, там много всего, ну, где-то так. Ну, с этим отпустят точно. Да, боюсь, что не домой. Слушайте, у меня родилась, по-моему, гениальная идея. І тому ми просимо змінити міру запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт. Ваша честь, я прошу сторону захисту аргументовно пояснити, на якій підставі вона просить про домашній арешт. Ваша честь, речь идет о жизни и смерти. Дело в том, что моему подзащитному предстоит сложнейшая операция по трансплантации. Перепрошую? По трансплантации органа. Це щось новеньке. Який саме орган йому будуть пересаджувати, я вже навіть боюсь запитати. Не ему, а он. Дело в том, что Юрий Иванович отдает свою почку нуждающемуся в ней ребенку. Оце людина. Оце вчинок. У мене немає іншого виходу, як задовольнити прохання захисту і відпустити підсудного з-під варти, призначивши йому домашній арешт. Спасибо, Ваша честь. Одну хвилинку, Ваша честь. Скажіть, де саме підсудний буде дотримуватись домашнього арешту? Як це де? Дома. Тому арешт називається домашній. Ви мене дивуєте. Ось витяг з держреєстру, згідно якому у пана Чийко немає дому, як і іншого рухомого і нерухомого майна. Що на це скаже захист? Да, я подтверждаю, у моего подзащитного нет недвижимости в Украине. Но есть небольшой, практически скитический домик рыбацкий за границей. Ну, как за границей? В Санторини. И небольшая комнатушка, практически коммуналка в Ницце. Тобто ви пропонуєте мені відпустити підсудного за кордон? Не его, почку. Ну, и Юрий Иванович, конечно, пока она еще в нем. Я понимаю, Ваша честь, что это серьезный прецедент, но речь идет о жизни ребенка. И, может быть, даже не одного. В конце концов, у Юрия Ивановича 2 почки. Ваша честь, якщо пан адвокат вирішить роздати всього підсудного на органи, запобіжний захід змінити не можна, тому що 5-поверховий будиночок площею 850 квадратних метрів, маленький пентхаус у комуналці Ніцце теж арештовано. Ми наполягаємо на утриманні під вартою. Вислухавши аргументи обох сторін, у сторін більш немає аргументів? Но если небольшой домик во Флориде ничего не решает? Немає аргументів. Вислухавши аргументи обох сторін, суд постановляє призначити Чуйко Юрію Івановичу запобіжний захід утримання під вартою строком 60 діб. Ну, и откуда мы знаем название вулкана? Это ерунда. Я когда-то был влюблен в географичку. Она сказала, что даст мне, если я выучу все вулканы Исландии. И ты получил, что хотел? Не, на Эйяфьядльёкюлле завалился. Угу. То есть? Сережа? Хочет меня бить. Это же учительница, ты ученик. Да это в институте на последнем курсе выбор. В театральном, на последнем курсе Да. географии. Откуда в театральном географии? Ты можешь не врать, будь нормальным человеком.